Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы решаем задачи лид-кода. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня задача 1095. Поиск в массиве в виде горы. Напоминаем, что массив в виде горы — это такой массив, у которого есть больше или равно 3 элементов, среди которых есть некий пиковый элемент, значение которого больше, чем все остальные, то есть это максимальный элемент. А также есть значение, как минимум по одному значению слева и справа, то есть с меньшим и большим индексами, такими, что значения слева строго убывающие, наоборот, значение слева строго возрастающие, а справа строго убывающие. То есть нам дан такой массив, и притом мы не имеем непосредственно доступа к нему. Мы можем к нему обращаться с помощью API. У нас есть два метода. Это метод length, который возвращает длину данного массива, а также метод get с параметром key. Это ключ. И используя эти два метода, надо найти минимальный индекс, по которому в данном массиве находится элемент со значением target. Если такой индекс не найден, то возвращаем минус единицу. Также у нас есть ограничение, что мы не можем вызывать метод get больше, чем 100 раз. Так, попробуем это решить. Чтобы это решить, какие нужны действия? То есть для начала попробуем определить индекс самого максимального элемента, то есть пикового элемента, который делит наш массив на возвышающуюся часть и убывающую. Далее в каждой из половин будем искать наш элемент. Притом логика такая, что если мы нашли элемент слева от пикового элемента, то это будет наш ответ, так как по условию задачи мы должны вернуть наименьший индекс искомого элемента. То есть, если он есть на возвышающейся части массива, то это и есть наименьший индекс. Далее, если в левой части элемент не найден, пробуем найти в правой части. Если он там найден, то возвращаем, иначе возвращаем минус единицу. То есть порядок примерно такой. Для начала получим значение числа элементов в массиве. То есть это значение нам впоследствии пригодится. Называем метод length. Далее. Определим основные действия. То есть заведем несколько вспомогательных методов, пока без реализации. То есть определим индекс максимального элемента. Max-индекс. Этот будет, мы его получим, вызвав метод getMaxIndex. В этот метод передадим наш массив, а также начало, индекс первого и индекс последнего элемента. Далее мы получили максимальный индекс. Теперь попробуем найти индекс нашего искомого числа target в левой части. Назовем переменную leftIndex и вызовем еще один метод, который назовем searchLeft. Так. В этот метод передадим наш исходный массив. Target. Так, слева будем искать от нулевого индекса и до максимального. Далее проверяем, что
индекс, который вернулся, чтобы по нему значение действительно равно таргету. То есть значение найдено в левой части. Если оно найдено, возвращаем индекс. Если же не найдено, пробуем найти в правой части. То есть это переменная writeIndex. Вызываем метод searchWrite. Передаем туда похожие параметры. То есть это исходный массив. Target. Будем искать от максимального индекса +1 и до последнего элемента n-1. И аналогично, можно даже скопировать, если значение по индексу writeIndex равно искомому элементу target, то возвращаем writeIndex. Иначе возвращаем -1. Теперь надо реализовать эти три метода. Метод getMaxIndex. Тоже параметры shift, left и right. Пока без реализации. Далее search left. С похожими параметрами, только добавляется еще параметр target. Тоже пока без реализации. И search right, он практически идентичный search left. Так. Теперь реализуем эти методы. Так, каждый метод фактически это бинарный поиск, только с определенными параметрами. То есть в каждом методе будет своя логика. Как и в большинстве случаев бинарного поиска, используем цикл, пока левая часть меньше правой. Так, и сразу же вернем левую часть. То есть наш ответ будет с переменной left. Далее определяем средний элемент. Это среднеарифметическое left плюс right. И сравниваем значение массива по индексу m. Смотрим, меньше ли оно, чем m+1. Если значение меньше, чем m+1, значит мы находимся на возвышающейся части, то есть в первой половине исходного массива. То есть наш пик находится дальше. Соответственно, сдвигаем левую часть, устанавливаем ее на m+1, так как мы гарантированно в данном месте знаем, что значение в m+1 больше. Иначе устанавливаем правую часть на m. Так, только левый и правый это не left and r, а left and right. Так, первый метод готов. Скопируем сразу метод и изменим только то, что нас интересует. Так, во втором случае мы сравниваем элемент m
Не с m+1, а с таргетом. Так, в методе searchLeft мы находимся слева от максимума, то есть на возвышающейся части. И в данном случае, если наш средний элемент меньше, чем таргет, значит искомый элемент находится где-то правее, то есть мы можем сдвинуть левую часть. И так как строго меньше, то сдвигаем на m еще на единицу. Так, в поиске вправо ситуация другая, то есть мы находимся в правой части нашего массива, в его убывающей части. И, соответственно, сравниваем, если значение по индексу m больше, чем наш исходный элемент, то есть это значит, что то, что мы ищем, находится еще правее. То есть мы опять же можем сдвинуть левую часть, и опять же можем сдвинуть на m+1, так как мы тут точно знаем, что значение по индексу m строго больше значения по таргету. То есть таргет находится как минимум по индексу m+1, а может быть дальше, если он вообще есть. Так, по идее это все решение. Попробуем его выполнить. Запускаем тесты. Так, тесты прошли. Попробуем отправить решение. Решение принято. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.